Луна – единственный естественный спутник Земли и ее ближайший сосед в космосе. Скорее всего, Луна образовалась, когда в нашу планету врезался объект размером с Марс. Катастрофа произошла миллиарды лет назад. Она превратила Землю в расплавленный шар и выбросила на орбиту огромный кусок материи, который остыл и принял круглую форму. Теперь изрытая кратерами сфера вращается вокруг нашей планеты, вызывая приливы и отливы в океанах. Размер Луны чуть больше четверти размера Земли. Это делает ее пятым по величине естественным спутником в Солнечной системе. У Луны есть несколько фаз. Например, новолуние, полнолуние, полумесяц, первая и последняя четверть. Но какой бы ни была фаза, нашу соседку трудно спутать с любым другим космическим объектом в ночном и иногда даже дневном небе. Но представьте, вы проснулись ночью и видите, что Луна выглядит не так, как обычно. Она кажется ярче и больше. Впрочем, в полудреме изменения не так сильно бросаются в глаза. Вы опять ложитесь в постель, даже не подозревая, что место Луны занял Меркурий. Поверхность Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, напоминает лунный пейзаж. Она усеяна метеоритными кратерами. По размерам Меркурий не превышает 2/5 размера Земли. Тем не менее, он слегка больше Луны. И именно поэтому планета будет в большей степени влиять на Землю. Ночи станут ярче, приливы усилятся, как и отливы. Лунный цикл, период, за который Луна или, если быть точнее, Меркурий проходит все фазы, станет на 14 часов короче. Но в целом такая замена радикально не повлияет на состояние нашей планеты. А как насчет Венеры? Что если место привычного нам спутника займет третий по яркости естественный объект после Солнца и Луны? Венеру часто называют сестрой Земли, потому что их масса и размеры практически одинаковы. В нашем небе Венера была бы такой же большой, как Земля, наблюдаемая командой Аполлона с поверхности Луны. Утренняя звезда светила бы намного ярче Луны. Во-первых, планета отражает в 6 раз больше солнечного света. Во-вторых, она заняла бы как минимум в 16 раз больше пространства. Именно поэтому ночи на Земле стали бы светлыми, как ранние сумерки. Если бы вы посмотрели на Венеру, вы бы заметили нечеткие вихревые узоры на ее желтовато-белом покрове из облаков. Венера не стала бы спутником Земли. Скорее всего, обе планеты вращались бы вокруг своего общего центра масс, и эта орбита была бы довольно странной. Если бы Венера двигалась с той же скоростью, что и Луна, планеты бы врезались друг в друга в ближайшем будущем. Ой-ой. Ну что, пора двигаться дальше. Если бы место Луны занял Марс, вы бы это точно заметили благодаря красноватому диску и размеру планеты, который превышает размер Луны в 2 раза. Вам даже не понадобился бы телескоп, чтобы полюбоваться необычным цветом и темными пятнами, усеивающими поверхность планеты. И даже если бы вы не обратили внимания на красную планету, вы бы определенно почувствовали неладное. Марс вдвое меньше Земли, но в несколько раз больше Луны. Если небольшой космический объект сменится более крупным, это приведет к нарушению хрупкого баланса. Если вам не повезет, и когда Марс заменит Луну, вы окажетесь на побережье, вам придется срочно эвакуироваться. Под влиянием планеты поднимутся сильнейшие волны, которые словно гигантские цунами будут обрушиваться на берег. Марс будет отражать больше солнечного света, чем Луна. Ночи станут светлее. Земные ландшафты приобретут жуткий красноватый оттенок. Зато с помощью телескопа вам удастся полюбоваться Олимпом, самой высокой горой во всей Солнечной системе. Марс недостаточно крупный, чтобы кардинально поменять орбиту Земли, но со временем две планеты наверняка начнут вращаться вокруг друг друга, создавая двойную планетную систему. И раз Марс окажется так близко, путешествия на него станут реальностью. Пришло время мыслить масштабнее. Если бы место Луны занял Юпитер, Земля, как независимая планета, прекратила бы свое существование. Она превратилась бы в спутник самой крупной планеты Солнечной системы. Но есть и хорошие новости. В таком случае у людей появилась бы возможность увидеть небо потрясающей красоты. Юпитер несравнимо больше Луны, и гигантская полосатая сфера простиралась бы на весь видимый горизонт. Вы бы смогли любоваться желтыми, коричневыми, красными и белыми облаками, парящими в атмосфере Юпитера, если бы у вас осталось на это время. Увы, гравитация газового гиганта тут же привела бы к землетрясениям, извержениям вулканов и цунами.
Земную кору и мантию начало бы тянуть к Юпитеру, и Землю разорвало бы на части. Планету бы сжимало и растягивало в разные стороны на 90 метров. К сожалению, скорость Земли составляет всего 10% от скорости, необходимой для того, чтобы остаться на орбите Юпитера. Именно по этой причине менее чем через сутки наша планета врезалась бы в газового гиганта. Но не будем о грустном. Если бы вместо Луны был Сатурн, это было бы незабываемое зрелище. Планета более чем в 35 раз крупнее нашего спутника. Золотистая сфера заняла бы 18 градусов неба, а знаменитые кольца простирались бы от горизонта до горизонта. Земля находилась бы от газового гиганта чуть дальше, чем его спутник Дион. И поскольку Сатурн намного мощнее нашей планеты, Земля превратилась бы в его спутник. К сожалению, скорости вращения Земли было бы недостаточно, и через пару дней мы бы врезались в Сатурн. Но прежде чем достичь атмосферы планеты, нам бы пришлось пройти через ее восхитительные кольца. Они состоят из кусочков комет, астероидов и разбитых спутников. Да, нам бы предстоял путь не из простых, и не стоит забывать, что Земле пришлось бы обойти спутники Сатурна, а их 53 штуки. Но что, если бы столкновение не произошло, и Земля стала бы 54-м спутником? Тогда бы гравитация газового гиганта привела к сильнейшим тектоническим сдвигам по всему земному шару. Кора планеты разрывалась бы на части, и в итоге бы от нее ничего не осталось. Тоже не очень позитивный исход. И Уран, и Нептун — это ледяные гиганты. Они примерно одного размера. Больше Земли, но меньше Сатурна и Юпитера. Обе планеты покрыты льдом и могут похвастаться красивым зелено-серым оттенком. Если бы одна из них заменила Луну, последствия были бы одинаковыми. Так что подкинем монетку. Хорошо, давайте посмотрим, что будет, если однажды вы увидите в небе Нептун. Нептун в 14 раз больше Луны. Планета была бы похожа на огромный ярко-голубой воздушный шар. Причем не только днем, но и ночью. Вам бы казалось, что Нептун в 15 раз больше Солнца, и вы бы регулярно наблюдали солнечное затмение. После исчезновения Солнца за Нептуном наша планета погружалась бы в кромешную тьму более чем на 1,5 часа. Масса Нептуна в 17 раз больше массы Земли, и его гравитационное притяжение намного сильнее, поэтому наша планета стала бы спутником. Да-да, опять. И она облетала бы Нептун на чуть более удаленном расстоянии, чем его самый большой спутник Тритон. Кстати, в таком случае Земля рисковала бы в итоге столкнуться с этим космическим объектом. Но давайте предположим, что нам повезло, и мы не встретились ни с одним из спутников Нептуна. Однако у нас и без этого было бы достаточно проблем. Волны на Земле стали бы в 1000 раз мощнее, чем при Луне. Гравитационная сила Нептуна не разорвала бы Землю на части, но нагрела бы нашу планету. Сейсмическая активность бы постепенно возрастала, вызывая землетрясения и извержения вулканов, и, вероятно, у нас бы пропал интернет. Нарисуйте в своем воображении две параллельные горизонтальные линии. Теперь соедините их в любых точках двумя разными способами. Вертикальной линией, которая уходит строго вверх от нижней линии к верхней, и диагональной линией. Какая из них короче? Конечно же, вертикальная. Это самый короткий способ соединить верхнюю и нижнюю линию. И это самый базовый ответ на наш с вами вопрос. Проще и быстрее выходить на орбиту по прямой линии. Нижняя линия – это поверхность Земли. Наша планета – сложная солянка из всевозможных материй, соединенных во внушительную массу. Практически 6 секстиллионов тонн. Это как 6000 миллиардов миллиардов. В общем, большая куча нулей. По сути, вся эта масса работает как гигантский магнит, который, кроме прочего, позволяет Земле поддерживать то, что мы все знаем – атмосферу. Верхняя линия – это граница земной атмосферы. Все, что находится выше, это планетарная орбита и открытый космос. Но сама атмосфера тоже наполнена материей. Это сочетание газа, обладающего собственной плотностью. При запуске шаттла вся масса этого газа постоянно давит на него, вызывая трение и сильно его замедляя. Прохождение через вакуум похоже на разрезание воздуха, тогда как прохождение сквозь атмосферу больше похоже на попытку продраться сквозь желе. Виноградная или клубничная?
Нужно много энергии и силы, чтобы пробраться через нее, при этом испытывая на себе притяжение огромного гравитационного магнита по имени Земля. Самолеты не так сильно страдают от прохождения через атмосферу, потому что используют ее плотность для отрыва от Земли и поддержания высоты. В этом им помогают две вещи – тяга двигателей и форма крыльев. Крылья самолета заставляют воздух перед собой делиться на два потока. Естественно, потоки стремятся соединиться за крыльями, но их форма заставляет верхний поток течь быстрее. Чем быстрее движется воздух, тем больше плотности он теряет. Это значит, что поток, проходящий под крылом, плотнее верхнего. Это создает постепенный подъем самолета. По сути, крылья позволяют самолету скользить по воздуху. Естественно, это было бы невозможно без огромной силы, толкающей самолет вперед. Именно для этого и нужна тяга. Чтобы только оторваться от земли, самолету нужно развить огромную скорость. Требуемая скорость немало зависит от типа самолета. 96,5 км в час для легких самолетов и примерно 241 км в час для авиалайнеров. Чтобы только взлететь и подняться на высоту 3 километра, Боингу 747 требуется чуть меньше 3 тонн топлива. Может, это и звучит впечатляюще, но давайте взглянем на космический шаттл. Первыми бросаются в глаза милые, крошечные и короткие крылья, которые при горизонтальном взлете оказались бы бесполезны. С другой стороны, более массивные крылья окажутся бесполезными в космическом вакууме. А еще их сложно будет сделать достаточно прочными, чтобы выдержать запуск. Маленькие крылья космического шаттла служат только одной цели – безопасному приземлению, чтобы аппарат можно было использовать в будущих миссиях. Их размера должно хватать только на то, чтобы не дать шаттлу бесконтрольно завертеться во время спуска сквозь атмосферу и довести его до Земли, поскольку двигатели во время посадки не используются. Двигатели космического шаттла совершенно не похожи на двигатели самолета. Двигателям самолета для работы нужен воздух из атмосферы. Очевидно, что двигателям шаттла он не нужен, поскольку в космосе найти атмосферный воздух трудновато. Поэтому в шаттлах используются ракетные двигатели. Чтобы посмотреть, что в данном случае означает ракетные и как все работает, просто надуйте шарик и отпустите. Он будет кружить вокруг, пока в нем не закончится воздух, и все это время он будет двигаться в направлении, противоположном выходящему воздуху. Для взлета ракетный двигатель должен произвести достаточно тяги и сжечь необходимое количество топлива. В действительности космическому шаттлу во время взлета требуется столько топлива для достижения нужной тяги, что он не смог бы справиться всего лишь с 3 двигателями. Ему требуется 2 дополнительных твердотопливных ракетных ускорителя и отдельный огромный топливный бак, который сбрасывается на финальной стадии запуска. А еще шаттл способен выйти на орбиту только при достаточной мощности. Мощность шаттла с 3 двигателями и 2 ускорителями составляет около 3,5 миллионов килограммов тяги. Для обеспечения такого мощного толчка во внешнем баке содержится около 725 тысяч килограммов ракетного топлива. А для того, чтобы контролировать полет, эти 3 двигателя должны иметь ошеломительно сложную конструкцию. Но возможно ли было бы запустить шаттл на орбиту, если бы мы переделали его под использование атмосферы, так как это делают самолеты? К сожалению, ответ – нет. Понадобилось бы еще больше топлива для поддержания необходимой скорости на расстоянии диагональной траектории запуска. Дело в том, что даже если самолет доберется до верхнего слоя атмосферы, Земля все равно его не отпустит. Для выхода из атмосферы любой объект, взлетающий от Земли, должен быть достаточно быстрым, чтобы пересечь точку так называемой скорости убегания. Она нужна для преодоления гравитационного притяжения планеты и выхода объекта на орбиту. Орбитальная скорость нашей планеты составляет 28 тысяч километров в час. Очевидно, что это намного выше скорости звука и во много, очень много раз больше крейсерской скорости авиалайнера. А теперь попробуйте представить самолет, летящий настолько быстро, и то, сколько топлива ему потребуется. Более того, он должен быть достаточно крепким, чтобы не развалиться на кусочки. Стоимость и сложность технологии оказались бы просто нереальными. Вероятность того, что шаттлы могут уйти в прошлое, стала причиной попыток ученых и инженеров найти лучшие решения для выхода на орбиту и за ее пределы. Одна из таких идей предполагает, что в будущем люди будут подниматься в космос на огромном космическом лифте.
Космический лифт – это концепт огромной башни, уходящей к спутнику на орбите, который двигается в такт круговому движению самой Земли. Высота башни должна составлять около 35 400 километров, и сделана она должна быть из невероятно прочного материала – углеродных нанотрубок. Платформу внутри башни планируют приводить в движение с помощью машин на электромагнитной тяге. Поездка от Земли до спутника будет занимать всего 5 часов. Такая мегаструктура позволила бы добираться в космос быстрее и безопаснее. Но углеродные нанотрубки оказались недостаточно прочными для строительства такой огромной башни. Поэтому поиски идеального материала все еще продолжаются. Еще один проект, использующий схожий подход, называется «Космический трамвай». Конструкция, необходимая для запуска проекта, не так велика, но все равно впечатляет. Это вертикальный вакуумный тоннель, который будет толкать шаттл, левитируемый магнитной тягой. Воздух не сможет его замедлить, а проталкивать сквозь туннель и придавать ускорение будет электромагнитная сила, пока шаттл не вырвется в небо на скорости, близкой к скорости убегания. Такой шаттл будет весить меньше, потому что ему не нужно будет вести много топлива. Но до сих пор не говорится ни слова о том, как переживет такое ускорение человек, ведь по прибытии экипаж может превратиться в оладушки. Если для вас такие идеи звучат странно, а это так и есть, приготовьтесь к последней. Возможно, что люди будут использовать самолеты для восхождения на орбиту. Нет, я вам не врал, сам по себе самолет не сможет выйти в космос, но сможет выступить платформой для запуска. Еще лучше, да? Для этой цели будет создан специальный самолет с размахом крыла практически 122 метра и способный подняться на высоту больше 10 километров. Небольшим шаттлам, запущенным с такого самолета, не придется проходить через большой слой атмосферы, и им будет проще преодолевать гравитационное притяжение Земли. Ричард Брэнсон уже сейчас работает над этим решением в программе Virgin Galactic, чтобы доставить туристов на край космоса.